Привет! Если хочешь знать правду, нажми подписаться и ставь лайк прямо сейчас. Начинаем наш выпуск новостей кратко о главном. Один человек погиб в результате артобстрела русских военных преступников в Днепропетровской области. 3 человека пострадали в результате попадания шахеда в жилой дом в Запорожье. Квартиры на 2 этажах полностью выгорели, сообщает глава Запорожской областной военной администрации. В Петровском районе оккупированного Донецка украинские силы обороны нанесли удар по местному заводу. Местные жители сообщают о пожаре на предприятии. И к международным новостям. Европейские лидеры опубликовали совместный план гарантий безопасности для Украины. В документе 6 ключевых пунктов. Постоянная военная поддержка. Украина сохраняет мощную армию, до 800 тысяч военнослужащих даже в мирное время. Многонациональные силы под руководством Европы. В рамках коалиции решительных при поддержке США создаются силы для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности на море. Возможны операции прямо на территории Украины. Контроль прекращения огня. Мониторинг возглавляют США с участием международных партнеров. Юридически обязательные гарантии безопасности. Новая атака на Украину автоматически запускает ответ. Военный, разведывательный, экономический и дипломатический. Реконструкция и деньги. Замороженные российские активы в ЕС остаются под блокировкой. Путь в ЕС. Европа официально подтверждает поддержку вступления Украины в Евросоюз как элемент долгосрочной безопасности. Несколько деталей от The Wall Street Journal о ходе переговоров в Берлине и гарантиях безопасности. Вот некоторые детали. Американские обязательства по гарантиям безопасности были предложены Украине на второй день переговоров в Берлине, чтобы выйти из переговорного тупика. Европейцы советовали Украине крайне осторожно относиться к любым уступкам, пока они не выбьют из США конкретные военные обязательства. Присутствие на переговорах главнокомандующего НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича подтверждает серьезность обсуждения военных аспектов сделки. Зеленский положительно отозвался о предложенных гарантиях. Важно, что США воспринимают гарантии, аналогичные 5-й статье НАТО. Мы сейчас работаем, чтобы все это было вписано, и у нас там есть прогресс. Я видел детали от военных, которые их нарабатывают. Они выглядят неплохо, хотя это и первый шаг. Также он добавил, что вопрос территории является болезненным. Он подчеркнул, что у Киева и Москвы разные позиции по поводу территорий, но выразил надежду, что американская сторона передаст россиянам украинское видение этого вопроса и поможет найти консенсус. Также Зеленский отметил, что на переговорах был достигнут прогресс по многим вопросам. По его словам, вопрос уступок в настоящее время не актуален. Мерц тоже одобрил предложение США. То, что США выложили на стол здесь, в Берлине, в плане юридических и материальных гарантий, действительно примечательно. Это очень важный шаг вперед, который я очень одобряю. Американцы дважды информировали Трампа о ходе переговоров в Берлине. Трамп был открыт вынести гарантии на голосование в Сенате, но они предупредили, что предложение не будет на столе вечно, признак того, что Киев должен двигаться быстро, чтобы решить оставшиеся вопросы. Итак, что нас ждет дальше? По словам Зеленского, сегодня переговорщики доработают документы, после чего американцы проконсультируются с россиянами. Затем на выходных может быть еще одна переговорная сессия Украины и США в Майами. Ну что ж, будем следить за переговорами и информировать вас. А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.